Всем привет, с вами снова Евгений. На прошлом уроке вы сделали свой первый гигантский шаг в алготрейдинге. Это создали бота, который умеет открывать сделку по трендовому условию. Если цена выше скользящей средней, то входим в покупку. Но вы, конечно, заметили одну серьезную проблему. Бот пока не знал, как выходить из этой сделки. Он мог держать позицию бесконечно, что в реальной торговле очень опасно и, конечно же, неприемлемо. Сегодня мы сделаем первый шаг к полноценной и, самое главное, безопасной торговой системе. Мы добавим два ключевых элемента риск-менеджмента. Во-первых, это стоп-лосс, это ваш заранее определенный максимум убытка по сделке. И во-вторых, это take-profit, это заранее определенная цель по прибыли. Это не просто функции в коде. Это основа риск-менеджмента и важнейший элемент любой торговой системы. Без стоп-лосса и тейк-профита ваш бот не управляет рисками и не может считаться законченной системой. С ними же ваша стратегия станет по-настоящему завершенной, от входа до выхода. Вы станете мыслить в терминах системности, а не поддаваться эмоциям страха или жадности. Начнем со стоп-лосса. Это тот ценовой уровень, по достижении которого бот автоматически закроет сделку с заранее определенным вами убытком. Он действует как страховочный полис, предотвращая неограниченные потери, если цена пойдет против вашей позиции. Например, если вы купили актив по цене А, то если цена опустится до цены Б, то ваша сделка будет закрыта, и ваш убыток составит 50 пунктов. Теперь Take Profit – это ценовой уровень, при достижении которого бот автоматически закроет сделку с фиксацией прибыли, не дожидаясь возможного разворота рынка. Он помогает вам забрать прибыль, когда она доступна, а не пересиживать выгодную сделку. Например, вы купили актив по цене А, а Take Profit установили на цену Б. Если цена достигнет уровня Б, то ваша сделка будет закрыта, а прибыль составит 100 пунктов. Давайте кратко обсудим, почему это так критически важно и почему мы так сильно акцентируем на этом внимание. Без Stop-Loss и Take Profit бот не управляет рисками. Он просто открывает сделку и бросает ее на произвол рынка, что можно сравнить с игрой в рулетку. Ваша стратегия становится законченной от входа до выхода. Это дает вам четкое понимание целевой прибыли и возможного убытка для каждой сделки. Вы начинаете мыслить в терминах системы, а не эмоций. Это, возможно, самое ценное. Бот, запрограммированный со стоп-лосс и тейк-профитом, выполняет ваши правила без колебаний, страха или жадности, исключая самую опасную переменную в трейдинге – человеческий фактор. Давайте посмотрим, как добавление стоп-лосса и тейк-профита изменило логику нашего бота на блок-схеме. Вы увидите, что это логичное и необходимое дополнение к уже существующему алгоритму. Все начинается так же, как и раньше. Начало on-tick, получение цены bid, создание дескриптора EMA, проверка handle и буфера, получение значения EMA. Далее бот проверяет наши привычные условия входа. Нет ли открытых позиций и цена выше EMA. Если оба условия входа истинны, то есть ответом на оба вопроса является «да», бот не сразу открывает сделку. Сначала он выполняет блок «Рассчитать стоп-лосс и take-profit в ценах». На этом этапе происходит вычисление точных ценовых уровней для стоп-лосса и take-профита, основываясь на текущей цене входа и заданных вами параметрах в пунктах. После успешных расчетов следующий новый блок «Открыть покупку», но теперь уже с заданными стоп-лосс и take-profit. Важно, что эти уровни передаются в функцию открытия сделки одновременно с ее запросом брокеру. И, конечно, мы добавляем сообщение в лог, журнал экспертов, чтобы видеть эти установленные уровни стоп-лосса и take-профита, подтверждая, что они были корректно установлены. Завершает работу on-tick, и бот ждет следующего тика. Таким образом, наш бот теперь не просто входит в рынок, но и знает, как из него выйти, будь то фиксация прибыли или ограничение убытков. Это законченная транзакция. Теперь посмотрим, как эти изменения отразились на нашем коде MQL5. Мы добавили всего несколько строк, но они кардинально меняют логику управления сделкой. Во-первых, мы добавили новые входные параметры. Это стоп-лосс в пунктах и take-profit в пунктах. Мы добавили две новые input переменные. Как вы помните, input позволяет нам менять эти значения прямо в настройках бота, не перекомпилируя код. Тип int – это целое число. Означает, что мы задаем эти параметры в привычных нам пунктах 50, 100 и так далее. Это удобно для настройки вашей стратегии. Далее мы выполняем расчет ценовых уровней для стоп-лосс и take-profit.
Эти две строки – сердце нашего управления рисками. Мы создаем переменные SL, Stop Loss, и TP, Take Profit, типа Double, потому что это будут точные ценовые значения на графике. Price – это цена входа, которую мы получили ранее. Обычно цена bid для покупок. Stop Loss или Take Profit – это то количество пунктов, которое вы задали во входных параметрах, например, 50 или 100. И вот здесь ключевая переменная Point. Это встроенная в MQL5 предопределенная переменная, которая возвращает минимальное изменение цены для конкретного торгового инструмента. Например, для евро-доллар, где 5 знаков после запятой, point будет следующий. Для японских йен, где 3 знака после запятой, point будет таким. Почему это важно? Умножая наш стоп-лосс на point, мы получаем точное ценовое значение отступа от текущей цены. Это делает наш код универсальным для работы с любыми торговыми инструментами, независимо от их точности котировки. Вам не нужно будет менять какие-либо коэффициенты для разных пар. Point все сделает за вас. Для стоп-лосса мы вычитаем это значение из цены, то есть price минус, потому что стоп-лосс ставится ниже цены покупки. Для take profit прибавляем price плюс, так как он ставится выше цены покупки. Также мы добавили обновленную функцию открытия сделки. И вот здесь главное отличие от предыдущего урока. Теперь вместо нулей для стоп-лосс и take profit мы передаем функцию trade by рассчитанные нами значения SL и TP. Это означает, что при отправке запроса на открытие сделки брокеру эти защитные ордера будут выставлены автоматически вместе с основной позицией. Комментарий к сделке также обновлен, чтобы в истории вы видели, что сделка открыта уже с полным управлением. И последнее – это сообщение в лог. Теперь в журнале экспертов, помимо факта покупки, мы увидим и конкретные ценовые значения установленных стоп-лосса и take-профита. Это очень удобно для контроля и быстрой проверки правильности расчетов. А теперь давайте запустим нашего бота. Предполагаю, что у вас уже запущен MetaTrader 5, вы уже умеете открывать график и знаете, как активировать бота. У меня он называется вход по тренду EMA20 плюс SL плюс TP. Перетаскиваем его на график, у нас уже выставлен размер лота 0,1, стоп-лосс 50 пунктов и take profit 100 пунктов. Оставим их как они есть. Зайдем в общие и разрешим торговлю. Нажимаем ОК. Теперь запускаем алготрейдинг. Робот сработал. Сейчас вы видите красную линию take profit и тоже красную стоп-лосса, а также зеленую цену покупки. Если мы наведем на линию take profit, то вы увидите, что он зафиксировался на 79 пунктах, а стоп-лосс на 71. О чем это говорит? Это говорит о том, что у системы есть проскальзывание. Даже когда вы торгуете вручную, это проскальзывание также существует. Подробнее о проскальзывании вы можете почитать в телеграм-канале либо на сайте. Теперь, когда мы понимаем механику установки стоп-лосс и take profit в коде, давайте поговорим о более глубоких практических аспектах, которые сделают вашу торговлю безопасной и потенциально прибыльной. Начнем мы с понимания отношения риска к прибыли. Это один из краеугольных камней управления капиталом. Риск-прибыль – это соотношение между потенциальным убытком, ваш стоп-лосс, и потенциальной прибылью, ваш take-profit в каждой сделке. Для любой стратегии крайне важно, чтобы это соотношение было больше, чем единица к нулю. То есть убыток единица, а прибыль 0. В идеале стремитесь к соотношению 1 к 2, 1 к 3 или даже выше. Как это связано с нашим кодом? Параметры стоп-лосс и take profit напрямую задают это соотношение. Если ваш стоп-лосс 50 пунктов, а take profit 100 пунктов, то соотношение будет 50 к 100. Ну или что эквивалентно 1 к 2. Это означает, что в каждой прибыльной сделке вы зарабатываете в 2 раза больше, чем теряете в убыточной. Почему это так важно? Даже если ваша стратегия прибыльна только в 50% случаев, то есть половина сделок убыточна, то при соотношении 1 к 2 вы все равно остаетесь в плюсе на дистанции. Это математика, а не угадывание рынка. Задание стоп-лосс и take profit в фиксированных пунктах, как мы это делаем сейчас, это отличный старт. Но на реальном рынке волатильность постоянно меняется. 50 пунктов стоп-лосса могут быть достаточными в спокойный день, но слишком короткими в день высокой волатильности. Это приведет к частым срабатываниям стоп-лосса. Опытные трейдеры и алготрейдеры часто используют индикаторы волатильности рынка. Например, ATR для динамического определения стоп-лосса и take-profit.
Это позволяет боту адаптироваться к текущей рыночной ситуации, выставляя более широкий стоп-лосс take-profit при высокой волатильности и более узкий при низкой волатильности. Мы не будем реализовывать АТР в этом курсе, но имейте эту концепцию в виду для вашего будущего развития. Это следующий уровень управления рисками. Каждый брокер устанавливает свои минимальные отступы для установки стоп-лосса и тейк-профита от текущей цены. Если ваш рассчитанный стоп-лосс и тейк-профит будет слишком близко к цене открытия, брокер просто отклонит ордер на открытие сделки, даже если в коде все правильно. Как это проверить? В MetaTrader 5 вы можете найти эти значения в спецификации контракта. Откройте обзор рынка, Ctrl+M, выберите нужный символ, кликните правой кнопкой мыши и выберите спецификация. Ищите поля Freeze Level, он же уровень заморозки, и Stop Level, уровень стопа. Они указываются в пунктах или иногда в Tick Size. Убедитесь, что ваше значение стоп-лосса и тейк-профита больше этих значений в настройках бота. Это очень частая причина, почему сделка открывается без стоп-лосса и тейк-профита, хотя код оказывается верным. Одно из самых больших преимуществ алготрейдинга – это исключение эмоций. Когда стоп-лосс и тейк-профит заложены в код, бот закрывает сделку по правилам, а не по страху или по жадности. Вам не нужно принимать эмоциональных решений в моменте. Запомните золотое правило – никогда не перемещайте стоп-лосс в минус, то есть увеличивая потенциальный убыток. Конечно, если это является частью вашей четко определенной стратегии. Это самая частая ошибка новичков. Ваша дисциплина начинается с того, как вы запрограммируете бота и как вы его потом не трогаете, как бы смешно это ни звучало. Отметим два важных правила. Во-первых, стоп-лосс всегда должен быть выше спреда. Если ваш стоп-лосс окажется меньше текущего спреда брокера, разница между ценой покупки и продажи, то ваша заявка на открытие сделки будет отклонена, так как брокер просто не сможет исполнить ордер. И второе правило. Стоп-лосс и тейк-профит выставляются сразу при открытии сделки. Вам не нужно добавлять их отдельно после открытия сделки. Это происходит в рамках одной торговой операции. Это делает процесс надежным и предотвращает ситуации, когда сделка открыта без надлежащей защиты. Прежде чем запускать бота на реальном графике, всегда проходите по этому простому чек-листу, чтобы избежать досадных ошибок. Во-первых, убедитесь, что вы установили значение стоп-лосса и тейк-профита для бота во время его установки на график. Во-вторых, убедитесь в разумности значений. Например, для пары евро-доллара рекомендуется использовать минимум 20 пунктов для стоп-лосса и 40 пунктов для тейк-профита. Это соотношение 1 к 2. Конечно, это рекомендация, но она поможет вам начать с разумных настроек. В-третьих, убедитесь, что кнопка алготрейдинга в терминале MT5 зеленая. Если она остается красной, ваш бот не будет торговать. И в-четвертых, всегда, еще раз повторяю, всегда начинайте торговать на демо-счете. Никогда не запускайте нового бота на реальном счете без тщательного и продолжительного тестирования. Итак, что мы получим в результате? После того, как наш бот успешно войдет в сделку по условию, что цена выше скользящей средней 20, и вы соблюли все правила, во-первых, бот откроет сделку, что самое главное, на графике сразу будут видны уровни стоп-лосса и тейк-профита. Если цена дойдет до любого из этих уровней, сделка автоматически будет закрыта, и вы увидите результат сделки. Это и есть работа риск-менеджмента, автоматизированная вашим ботом. Давайте попробуем предугадать некоторые вопросы, которые могут у вас возникнуть в процессе работы. Например, что если стоп-лосс закрывает нашу сделку слишком рано или слишком часто? В этом случае попробуйте увеличить величину стоп-лосса до 80 или, например, до 100. Это даст сделке больше дышать, так скажем. Или, как мы уже говорили ранее, попробуйте перейти на более высокий таймфрейм, например, с 15 минут на 1 час, где ценовые колебания обычно больше и требуют более широких стопов. Также возможно, что ваша стратегия не соответствует текущей волатильности рынка. Другой вопрос. Что если take-profit почти не срабатывает, а все сделки закрываются по стоп-лоссу? Это может быть признаком того, что ваш take-profit слишком пережат, то есть он слишком велик для текущих рыночных условий, или тренд слишком слабый, чтобы достичь такой цели. Попробуйте адаптировать размер take-profit, сделав его меньше, например, сократив до 80 или 60 пунктов. Или, возможно, ваша стратегия нуждается в дополнительных фильтрах, чтобы входить только в действительно сильные тренды. Еще один вероятный вопрос.
почему бот открыл сделку, но стоп-лосс и take-profit не установились? В этом случае проверьте журнал эксперта, вкладка «Эксперты». Скорее всего, там будет сообщение об ошибке брокера. И вот наиболее частые причины. Во-первых, ваш стоп-лосс меньше текущего спреда. Во-вторых, ваш стоп-лосс или take-profit находится слишком близко к цене открытия, нарушая минимальный стоп-левел или фриз-левел брокера. В этом случае пересмотрите значение свойства контракта. И третий вариант — это неверные значения, то есть вы могли установить нулевые или отрицательные значения для стоп-лосса или take-профита. Хочу вас поздравить! Теперь ваш бот стал умнее и, что самое главное, безопаснее. Он не только входит в рынок, но умеет из него выходить по четким правилам. Он умеет ограничивать убытки, защищая ваш капитал. Он умеет фиксировать прибыль, забирая ее с рынка. Что самое важное, вы научились применять риск-менеджмент, а не держать его в голове. Именно это отличает начинающего трейдера от системного. Что же дальше? Наш следующий шаг – повысить точность входа в рынок и научиться комплексно проверять нашу стратегию. В уроке 6 мы добавим осциллятор RSI в качестве дополнительного фильтра для входа, чтобы наша стратегия стала еще надежной. И что очень важно, мы научимся использовать тестер стратегий в MetaTrader 5 для проверки оптимизации нашего бота на исторических данных. Это даст вам полное понимание его потенциала. В процессе дальнейшего изучения работы с MQL5 у вас обязательно будут возникать вопросы. Это часть обучения. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, где вы сможете продолжать развиваться в алготрейдинге, а также регистрируйтесь на сайте. Успехов в вашем пути! Продолжайте, вы уже программируете.